Пошел уже миль на 20 от Кейптауна. Там горы еще так видны на горизонте, а сам город уже практически неразличим. Почти 4 часа, наверное, 3,5 иду. Сейчас только что заглушил мотор. Вышел за пределы всех этих разделительных линий, судоходства, такого активного. Что я выходил, 3 китайца, каких-то рыболовов больших выходили. Они шли, конечно, по разделительной полосе, а я ее пересекал, но, естественно, я им должен был уступать. То есть пришлось подождать их, пропустить. На выходе еще ветер такой порывистый, там до 30 узлов дул и довольно встречный, где-то 50-60 градусов. Вот. Но я уж так побыстрее думаю, на двигателе можно, конечно, парусами идти, но сейчас выйду уже за все пределы и поставлю. Ну вот поставил сейчас таксель, значит, половинка грота стоит, ветер где-то 15-20 узлов и галфинг стал. То есть был бейди-винт, а стал галфинг, ну, поприятнее стало, меньше, почти не захлестывает уже. То вначале там кокпит заливало. Холодно было, я даже тоже оделся в куртке, сейчас вот пока со стакселем работал, так согрелся, но еще пообедал. Вот. Хотел рассказать про оформление отхода в Кейптауне. Ну, это, конечно, неприятная процедура. Что-то у них, конечно, как-то они должны улучшить, должны более организованными стать. Значит, процедура такая. Поскольку, значит, в Кейптауне 2 марины, вот это вот Виктория и Альфред, V&A, да, в которой я стоял, и королевский яхт-клуб, королевский там какой-то Кейп, да, яхт-клуб. Вот, соответственно, таможня и иммиграционная служба, но они, видимо, как-то там договорились, чтобы народ не уходил там, не оплатив счета. Вот, то есть, соответственно, ты должен получить письмо. Значит, сначала ты получаешь письмо от одной марины, в которой находишься. То есть мне, кстати, даже не дали письмо, потому что меня почему-то оформили до конца месяца, до конца декабря. Я никогда такого не говорил. Я всегда говорил несколько дней, максимум неделю я у них буду. Короче, им как-то там, ну, вот эта вся бюрократия, вот эта вот южноафриканская, то есть им там пришлось связываться с финансовым отделом, чтобы они там все переделали, чтобы мне только за 6 дней посчитали. Вот. Короче, он мне письмо сразу не мог дать. Значит, он говорит, ну иди, ладно, в яхт-клуб этот королевский, пусть он мне позвонит, я ему объясню. Я говорю, ну окей. Значит, дорога в королевский яхт-клуб тоже. Вот если по Гуглу идти, то Google, значит, тебя как бы сначала через город ведет, а потом заворачивает там через вот эти вот портовые ворота и уже в яхт-клуб. То есть яхт-клуб находится на территории порта, а V&A марина нет. Соответственно, чтобы в яхт-клуб попасть, нужно войти в порт. А в порт там везде вот эти вот ворота на входе, да, и там security везде. Вот. И, короче, Google меня не через те ворота отправил. То есть, если бы я пошел через ворота, которые рядом с моей мариной были, там, наверное, бы не было проблем. Что я подозреваю, там народ постоянно ходит, и они знают, зачем народ ходит. А те ворота, через которые я проходил, меня не хотели пускать. Они говорят, нет, нельзя, говорят, на велике нельзя, пешком никак нельзя, все, иди разрешение, код там. Это, ну, компания Transnet этим всем управляет. Иди там какой-то в головной офис, там в центре города, значит, Transnet, получай разрешение. Я говорю, да мне вот только зайти и выйти, мне не надо каждый. Короче, я с ней припирался, наверное, полчаса. Она вот принципиально так, все, говорит, нет, до свидания. Вот, я уже тогда начал, думаю, блин, ну что делать, да, я же не знал, что там другие ворота есть. Я уже начал, говорю, ну давайте, как вас зовут, я сейчас все запишу и пойду разбираться. Вот, и тут, видимо, ей это как-то не очень понравилось, что я про нее буду говорить. Ну, вот, и, короче, в итоге она меня пропустила. Вот, так что, если, не дай бог, вот кому-то придется через те ворота идти, то сразу не отступайте, начинайте там на нее не то чтобы давить, но, по крайней мере, взять ее имя, значит, должность, там, ну, может быть, там, про начальника спросить. Ну, что-то в таком духе, короче, она меня пропустила. Вот, значит, прихожу я в этот яхт-клуб, тоже пожаловался, и они мне сразу сказали, что я не через те ворота пошел. Ну, я говорю, ну, я же не знал. Вот, в яхт-клубе, значит, он позвонил, все нормально, значит, дал мне письмо, что я им ничего не должен.
И, значит, я уже вышел через другие ворота, через правильные, но там проблем не было. Ну и, соответственно, значит, что я сделал-то, да. Я получил, значит, я потом пошел обратно в свою Марину, потому что мне же второе письмо нужно. Вот. Тут, значит, они там уже с финансовым отделом все вопросы решили, значит, выдали мне второе письмо. Вот. И дали, значит, еще 2 формы заполнить, сказали, что, значит, следующим этапом мне нужно идти в иммиграцию и в таможню. Они в одном здании, опять же, на территории порта находятся, то есть опять надо через ворота проходить. Вот. Но он говорит, таможня, говорит, не принимает, там из-за ковида, видимо, не знаю, короче, там, говорит, объявление, что только по имейлу с ней можно связываться. Вот. И, значит, выдал мне 2 формы, распечатал, какие им нужно отправить по имейлу. Ну и, собственно, имейл выдал. Вот. Я это, значит, заполнил формы, отправил и пошел в иммиграционную службу. Ну, так и есть, значит, на окошке таможни объявление, имейл другой. Ну, я сфотографировал это объявление, значит, простоял там один человек передо мной был, подождал, потом тоже там много бумаг, бюрократия жуткая. Ну, я единственный плюс говорю, что деньги не берут. Вот, кучу бумаг я там заполнил в этой иммиграционной службе. Взяли отпечатки пальцев со всех рук, сфотографировали сетчатку глаза. Ну, то есть это как будто, жесть. Ну, так все вежливо, без каких-то там проблем, в общем. Прям он мне даже галочки поставил на этих всех там дофига страниц, что заполнять, что не заполнять. В общем, так я не очень долго провозился с этими бумагами. Вот. И в итоге он мне выдал бумагу. Я даже не посмотрел, что за бумага-то. Я думал, оформление и все закончилось. А это, оказывается, бумага была для таможни. Что как бы я закончил, то есть иммиграционная служба ко мне проблем не имеет, и теперь таможня мне может тоже, соответственно, выдать клиренс, да, разрешение на выход. Я уже только на следующий день посмотрел, что это за бумага. Вот, значит, прихожу обратно на яхту, проверяю имейл, значит, и, естественно, тот имейл, что я отправил, он не дошел. То есть он вернулся, типа там автоматический автоответ, что этот почтовый ящик больше не работает. Ну, хорошо, значит, пишу на тот, который в объявлении был. Ну и все, я отправил, и ни ответа, ни привета, ни подтверждения, что они получили, ни сколько ждать, ничего ждать. Короче, глухо. Вот. А в этих бумагах в иммиграционной службе я написал время отхода 6 утра. Ну, значит, я думаю, что нельзя уходить без окончания оформления. Потому что, были случаи, там человек ушел из Штатов, пришел в Мексику. А в Штатах вообще не обязательно оформление отхода. То есть оно как бы такое факультативное. Но если тебе надо, они тебе дадут. А не надо, иди себе, пожалуйста. Вот. Пришел он в Мексику тоже вот так вот, да, лопух. И все, и его арестовали. Ну, это я на сайте читал статью. И все, его арестовали, яхту конфисковали. Он там просидел в тюрьме какое-то время, я не знаю, может не очень долго, может месяц, что-нибудь такое. Потом его выпустили. А все, яхту конфисковали, он там судился с ними, не знаю, год он точно с ними судился. И вопрос не решен был, то есть ему не хотели яхту отдавать. И я не знаю, чем дело закончилось. Вероятно, он и лишился яхты. То есть вот так вот приходить в какие-то страны без оформления отхода, да? Вот. Ну и я такой думаю, надо дожидаться, но с другой стороны, ты тогда попадаешь на другую удочку, потому что с момента оформления иммиграционных, вот когда тебе там паспорт проштамповали, да, у тебя есть 24 часа на то, чтобы покинуть страну. Если ты не покидаешь, ты опять нарушаешь их законы и попадаешь под другие, значит, санкции. Я не знаю, что они там со мной могут сделать. Также, наверное, могут арестовать. Ну ладно, думаю, 24 часа не прошло, буду ждать. Короче, утром имейл проверил, ничего нет, тишина. Часов в 8 приходит этот иммиграционный чиновник, с которым я все это дело оформлял вчера. Говорит, ты, говорит, почему, говорит, еще здесь? Ты, говорит, в 6 часов сказал, уйдешь. Я ему объясняю ситуацию. Он говорит, да не, говорит, я сейчас позвоню, уточню, куда-то там позвонил, там на своем каком-то диалекте, значит, поговорил. Говорит, да не, вроде иди, ничего такого.
Вот, ну вот, да вроде иди, да вроде ничего, там тебя потом арестуют, там потом ты яхты лишишься, да вроде ничего. Ну, я ему сказал, ну ладно, говорю, вы же официальное лицо, как бы я вас послушаю, и все, он ушел, короче. А он мне сказал, ну, говорит, ну напиши еще раз в таможню, спроси, что там, в чем проблема. Вот. Я, значит, пишу еще раз в таможню, заодно доправляю там, заодно я, кстати, нашел вот этот, ну, обнаружил, что иммиграционная служба-то дала письмо для таможни, которое я не отправил сначала. Значит, отправляю это письмо, отправляю, значит, там копию паспорта, что еще отправил, значит, регистрацию яхты, оформление прихода в Южную Африку, бумагу. Мало ли что им еще понадобится. И, значит, пишу, что, говорю, меня уже выгоняют, что мне делать? То есть мне послушаться и уходить без вашей бумаги или что? Приходит ответ через несколько часов, уже где-то к обеду ближе, где-то часов в 11. Типа, ты вот эти формы, там две формы, DA1 и DA3, не в том формате прислал, пришли их в PDF формате, ёпарасоте, да, вот они сами не могут из JPEG в PDF переделать. Ну, американцы же, в смысле, африканцы же, откуда они могут? Ну, видимо, программа у них там с PDF, не знаю, короче, делаю в PDF и опять им отправляю. Ну, что делать-то, они не сказали, ну, хорошо, то есть прислал я им, а мне что, мне ждать их или что? Ничего не сказали. Все, я думаю, ну ладно, подожду еще вот там до обеда, до часу, думаю, до 4, по-моему, я мог максимум ждать. Что я думаю, наверняка этот иммиграционный чиновник бы опять пришел, уже бы... Короче, до часу подождал, ничего нету. Ну, думаю, ну сколько ждать? Ну, думаю, ну сейчас буду уходить, и, в принципе, связь еще будет. Думаю, там часов до 4-то будет связь. Ну, буду пытаться получить имейл, проверять имейл. Ну и все, короче, ушел. Где-то в 1:15 там ворота открывают. Кстати, вот эти вот ворота, не ворота, а мосты разводят 15 минут до часа и 15 минут после часа. То есть не в любое время. То есть им надо за 5 минут, например, я в 1:10 им позвонил, ну, по рации, да, говорю, вот, пожалуйста, откройте ворота. Ну и стало отходить от причала, и все. В общем, они четко в 1:15 открыли ворота, говорю, мосты развели, короче. Я даже чуть раньше вышел, там пришлось кружок по Марине сделать, в принципе, место было. И все, значит, я вышел, и вот до 4 я даже, наверное, до 4:30 я, наверное, проверял имейлы, не, может, до 4. Короче, имейлов не было, все, больше от таможни ничего нету. Единственное, получил имейл от Святой Елены, да, с острова Святой Елены, что я им тоже писал вчера, там нужно их уведомлять заранее о прибытии. Тоже email, который на сайте указан, не работал. Пришлось там через их сайт правительства искать email конкретного уже человека, харба-мастера вот этого, или там порт-контрол, он, да, уже конкретно ему написал, тоже пожаловался, что у них email не работает. Он в общем-то, принял к сведению, сказал, что да, что-то сломалось. Вот. Ну и всю информацию мне выдал, в общем-то, как куда там. Ну, я и так эту информацию знал. Ну, в общем, я еще даже подробно не читал это письмо. В общем, там все он подробно написал. Вот. То есть, значит, ну, 1700 миль, да, до острова Святой Елены и, соответственно, 2 недели где-то. Ну, если по 6 узлов, то, конечно, быстрее будет, но я не думаю, что прям все время буду по 6 узлов идти. Ну, сейчас пока 6. Ну, значит, где-то 28-29 я должен прийти. В принципе, там можно в любое время приходить. Желательно, конечно, среди недели, и днем, потому что, ну, ночью там эти буйки искать. Там что-то всего 18 желтых и что-то 5 красных, что ли, буйков. Вот. Желтые, они типа на 20 тонн рассчитаны, а красные на 50 тонн. В общем, на шлюпке тоже до берега на своей нельзя ездить, потому что там вроде ее и оставлять негде, и прибой сильный. Вот, то есть нужно вызывать, короче, типа водного такси, да, там по 2 фунта стерлинга. Вот, они там свои фунты стерлинги, которые приравнены к британским фунтам стерлингам. То есть вот 2 фунта стерлинга в один конец, 2 в обратный конец. И тоже это все работает в течение дня, это водное такси. Ну ладно, то есть я там не думаю, что я там долго буду стоять, то есть хотелось бы там, конечно, быстренько посмотреть остров, говорят, там машину можно нанять, снять машину, в смысле взять в аренду машину,
посмотреть, ну и чисто там заправиться, не знаю, с продуктами говорит, там плохо, ничего особо не продается, вот, ну просто, я думаю, хотя бы водой заправиться, вода тоже платная, в общем, водой заправиться и, ну, топливом, если надо, ну, может быть, не знаю, тут, если ветер будет, так может и топлива не надо, хотя не знаю, может батарею придется заряжать, посмотрим. Ну и просто, да, небольшую остановку, там буквально несколько дней, перерывчик, просто посмотреть, поклониться Наполеону. Хотя, конечно, его уже перезахоронили во Франции, но все равно вроде бы ну, как бы место, где его захоранивали, осталось. Вот. Но ясная погода, прям вот на пути вообще не облачко. Немножко туда к югу есть облака. Куда я иду-то? На северо-запад, да? На северо-западе чистое небо. Тут просто еще как раз вчера было низкое давление, типа маленькое, ну как маленькое, такое крутое было. Вот сейчас, я думаю, дует еще из-за того, что как раз давление стало расти после этого низкого давления. Вот. Ну и просто возле Кейптауна, там из-за этих гор там всегда дует, причем такой неприятный ветер, он меняется и порывистый, в смысле направление меняет. Вот. Но сейчас уже подальше отойду, еще пока, конечно, на шельфе нахожусь, тут тоже шельф такой затяжной, то есть надо прилично пройти, наверное, миль 50, может быть, от берега, когда уже глубины начнут так по 400, по 500 метров. Ну, тоже вот дельфины были, пока я такси ставил, смотрю, дельфины там под форштевнем, значит, тусят. Вот, так, ну, китов пока вроде не видел, он так поглядываю. Эхолот выключил, на всякий случай, не знаю, влияет это, не влияет. Вот. Ну, днем-то я думаю, не знаю, опять же, сейчас двигатель не работает. Ну, хотя, ну, днем они хоть не спят, на вас реагируют, а ночью, да, ночью могут быть проблемы. Ну, надеюсь, уже на глубине буду, потому что я вот сколько их встречал, они все вот примерно там в районе 100 метров глубиной. Может быть, на глубине их уже не будет. Сегодня уже третий день моего плавания от Кейптауна до острова Святой Елены. Вчера интернета не было, Starlink отказался подсоединяться, я 3 часа прождал, безрезультатно. Вот. Ну, сегодня где-то тоже, наверное, часа 2-3 ждал, но в итоге он подсоединился. Проверяю почту, естественно, я жду таможенного оформления. Ничего, ответа нет. Ну, выходные, я думаю, ладно, наверное, они в понедельник только будут работать. Тем более у них в пятницу праздник был. Ну, напишу, думаю, еще раз на всякий случай. В понедельник пусть получат. Спрашиваю, опять той же женщины, Хейзел Фишер ее звать. Хейзел Фишер. Пишу ей, значит, ну, пожалуйста, говорю, пришлите мне оформление таможенное. Я не ожидал получить ответ. Значит, они работают на самом деле 24 часа в сутки, потому что сегодня суббота. Ответ такой, типа, а я не нашла в письме PDF документов. Я, ёпарасы-то, я же в четверг отправлял. Ну, вежливо отвечаю, значит, я же вам отправлял. Ну хорошо, раз вы ничего не пишу, ладно, хорошо, вот вам еще раз эти документы. Опять приходит ответ, через какое-то время, да, ответ. Я не могу дать тебе оформление, значит, таможенное оформление, потому что мне нужно письмо от иммиграционной службы и письмо от Марины. Я, ёпарасы-то. Ну вот одни матерки, слов нет больше обычных, да? Я же отправлял тебе письмо из иммиграционной службы в четверг. Отправляю еще раз это письмо. Ну, естественно, писем из Марины, из яхт-клуба у меня нет. Я пишу, что я их оставил в иммиграционной службе. Собственно, письмо из иммиграционной службы подтверждает, что я им отдал эти письма. Иначе бы они мне не дали иммиграционного оформления. Короче, пауза, несколько часов ответа нет, приходит ответ. В какой Марине ты стоял? Значит, отвечаю. Хотя в этих формах там указано, в какой Марине я стоял, ну ладно. Отвечаю, значит, V&A Марина. Опять там через час ответ. Тебе нужно предоставить сертификат, слово какое, сертификат
об оккупации причала, то есть о заеме или о занимании причала в Марине. Вот бюрократы, да, вот просто слов нет. Какого сертификата? Чё за чушь? Короче, ну что, пишу Джошу, говорю, Джош, вот мне таможня ответила, смотри, вот что им нужен какой-то сертификат о том, что я у вас стоял. Ну, а Джош же что, он же не работает в выходные, он только в субботу, в смысле, только в воскресенье. Фу, блин, все, я совсем расстроился. Только в понедельник начал. И то он тоже не на все имейлы отвечает, он так, через раз отвечает. Вот таможне нужен вот такой сертификат. Где ты его возьмешь, я не знаю. Короче, вот такая засада. Ну вот я чувствовал, что так оно все и будет, так оно и получилось. Ну я им написал, я говорю, меня иммиграционная служба заставила уйти. Потому что согласно их положению 24 часа мне дается, я не могу ждать вечность, пока вы там свои бюрократические эти самые формальности не уладите в таможне. Небольшой ремонтик. Я вкрутил, не знаю как называется, кнопка, не кнопка, ну кнопка, наверное, да, не в пластик, а в фанерку, которую я сверху под линолеум устанавливал. И, естественно, из фанерки это все из торца вырвало. Хочу сейчас вот сюда вкрутить стеклопластик. Думаю, в стеклопластике это не будет надежнее держать. Примерно здесь вот сверлить. Засада, а? Старая, видимо, кнопка, уже нержавейки, кранты пришла, свернулся шуруп. Сейчас пойду новую искать. Так, ну, шуруп нашел. Старый тоже выкрутил кусок оставшийся. Сейчас попытка номер 2. Этот тоже старый. Может быть уже получше пойдет. Может дырку надо было чуть больше просверлить, чтобы он полегче шел. Дырка, сверло побольше надо. Вот туда-сюда раскрутится пластик. Теперь будет держать. Идеал. Первый день в западном полушарии. Первый закат в западном полушарии. Сегодня пересек меридиан, нулевой меридиан Гринвича. Где-то в обед пересек. Красивый закат. Третий шквал за сегодняшнее утро. В 5 утра меня разбудил, наверное, самый сильный был шквал. Вот, я пока собирался, он уже немножко подутих, и я даже рифы не стал брать. То есть так на первом рифе, в общем, и пролетел его. Потом думаю, ну ладно, вроде чисто, полежу еще часок. И как раз в 6 опять меня поднял второй шквал, но он уже чуть потише был, чем первый. И вот еще раз через час, уже сейчас где-то к 7 время, третий подошел. Я уже не стал рисковать, думаю, возьму вторые рифы. Вот, но что-то пока не дует. Наверное, он уже тоже скис совсем. Хотя, может быть, еще не дошел. Ну, похоже, что тоже сильно не будет дуть. Ну, вот немножко начинает, да, вот начинает уже поддувать. Так что вот, с Рождеством меня тропики поздравили 3 шквалами. Кому-то, значит, эти подарки под елку кладутся, а мне в корму.
Только я, значит, собрался порыбачить. Уже на подходе прямо к острову Святой Елены. Вот его уже видно на горизонте. Да там вроде бы тюна водится. Я думаю, ну надо тюну поймать. Иначе есть-то нечего будет. Ну там тучка такая идет. Вот. И я даже как-то и не заметил вчера, что когда доставал снасть вечером, что крючка уже не было. Просто вот в этом месте проволока переломилась. Тут, значит, кто-то поймался и так непонятно, короче. Может я что... Ну, в общем, я как-то... Потому что у меня даже ни веревка не растянулась вчера, ничего. Не знаю, сейчас пойду смотреть, если еще крючок запасной. Может и нету. Дошел поближе, тут можно получше рассмотреть берег, скалистые берега. Ну, похоже, что это лава, видимо, потоки лавы, а сейчас это все эрозией подвергается. Наветренный берег, то есть тут и волны, и ветер, все сразу. Все это постепенно, я так понимаю, осыпается и уходит под воду. Ну и видно, что берег-то крутой, то есть тут фактически вершина горы, потому что ну, глубины 5 километров, это вот гора высотой там 5 с лишним километров, то есть вершинка айсберга. Я так понимаю, форт был, это вот один форт, там вот чуть подальше второй. Тот, наверное, основной, это типа наблюдательной какой-то вышки, что ли. Собственно, я так понимаю, Джеймстаун, там вот в ущелье находится как бы долинка небольшая, и вот он по этой долинке тянется вверх туда. Там вот уже подальше яхточки стоят на буйках. Яхточек там 1, 2, 3, 4, 5, наверное, яхточек. Буйков 18, плюс 5 для больших яхт. Ну, то есть должны быть буйки. Хотя там кроме яхт еще, конечно, куча всяких лодок стоит. Ну, посмотрим. Да нет, наверное, я был неправ. Наверное, в этом ущелье, типа, я вижу коммерческий порт, и что такое коммерческое. А Джеймстаун-то вот, похоже, вот в следующем ущелье. Туда, поближе к яхтам. Сент-Хелена Radio, Сент-Хелена Radio, Сент-Хелена Radio. This is sailing vessel Biruta. This is sailing vessel Biruta. This is sailing vessel Biruta. Over. This is Biruta. Sorry, I couldn't copy. Lots of noise and static. Даже не ответили, но непонятно. Даже похоже, это не радио, это может быть это Harbor Master, то есть это с залива, он на той стороне. Может быть, когда я обойду остров, может быть, понятнее будет. Но так я сейчас нифига не понимаю, чего они там мне пытаются сказать. Ну я им имейл отправил, то есть я думаю, достаточно. В принципе, попробую еще с той стороны связаться, когда ближе подойду. Да я тут чищу лебедку на острове Святой Елены. Тут сейчас как раз сегодня 29 декабря, тут перед Новым годом все закрыто. Ну, я сегодня с утра занят был тоже, значит, двигателем обслуживания, то есть поменял там масло, фильтр, не подтянул, топливо залил из канистр, 3 канистры ушло,
Кейптауна до Святой Елены. Ну и полдня еще оставалось. Тут, думаю, сейчас на берег ехать, за полдня никуда не сходишь. Думаю, вот пока как раз займусь, почищу лебедку. Потому что она скрипеть стала страшно. И я боюсь, что она как бы опять не заклинила. То есть она у меня лет, наверное, 7-8 назад заклинила. Я ее тогда почистил, она работала нормально. Смазал. Вот, видимо, пришло время. Вот, другую-то лебедку с левого борта я почистил перед отходом из... уж не помню, где я чистил. Там, то ли в Новой Зеландии, то ли в Австралии. Может, даже в Австралии, кстати, да. Вот, а тут вчера на водопад ходил, там водопад, правда, весь пересох. Вот. Хотелось ходить, конечно, на могилу Наполеона. Ну, понятно, что его там перезахоронили. Но место осталось. Посмотреть. Можно пешком дойти где-то 2,5 часа, наверное. Туда, 2,5 часа обратно. Вот. Другой вариант такси взять, что ли, на такси доехать. Вот. И тут еще самая высокая вершина, что-то 800 с чем-то метров. До нее тоже часа 2,5. Вот. Ну вот, собственно, я думаю, один день на одну достопримечательность потратить, другую на другую. Ну и, наверное, больше тут особо делать нечего. Вот, я тут пока до 5 января. Правда, вот мне визу на остров Вознесения так и не дали. Вот, я сегодня написал, но сейчас, я думаю, праздники, никто не ответит. То есть надо будет, наверное, ждать числа 2, наверное, они уже все начинают работать в нормальном режиме. Может быть, 2 что-то будет ясно, потому что если визу не дадут, то тогда без остановок надо будет сразу идти на Карибы, на Мартиник. Вот такие дела у меня пока. Вот, ну сейчас все вот разобрал. Почему с левого борта у меня не разбирался, я не смог выбить там штиф такой, который держит шестеренки, и я его не смог выбить. Ну, а здесь я уже 2 раз выбиваю, в общем-то он легко вышел, без проблем. Ну и тем более у меня сейчас хороший молоток появился, может такая мини-кувалдочка. Вот, и кернел, которым выбивать. В принципе, если бы у меня эти инструменты были, может быть, бы у меня и тот пошел. Ну, в принципе, я там его весь промыл, смазал. Я думаю, что он еще послужит. Если что, потом надо будет повторить процедуру. Собрал, смазал. Ну вот. Смазка там теперь одна шумит. Но зато больше не скрипит. Двухскоростная лебедка Люмор 40. Старая, но надежная. Сколько лет уже работает. Лестница Якоба. Сколько тут ступенек? 699 ступенек. Поднялся по 100 ступенек с перерывчиками. 15 минут ушло. Ну, без подготовки, без тренировки. Я думаю, нормально.
такой со мной товарищ увязался на прогулку. Почти дошел до High-Peak, но и здесь тоже все закрыто. Короче, не подняться на самый верх. Неплохое место для ссылки, прямо скажем. Умер-то 52 года, чё б не жить в таком месте. Даже открытая крышка, все равно батарея, одна батарея почему-то греется, но, наверное, не знаю, или что-то с самой батареей уже не в порядке, или все-таки она немножко ближе к двигателю, и как более открыта, что ли, со стороны двигателя, хотя я вот тут даже уже фанерку поставил, ну так, ну да, конечно, потому что там вот здесь как раз дырка есть в этой боковинке, и, может быть, она через нее нагревается от двигателя. Короче, даже вентилятор поставил, потому что уже где-то 42 градуса было, сейчас вот до 39 опустилось. Тоже не совсем понятно, то есть то ли этот вентилятор просто охлаждает сам датчик, то ли все-таки батарею тоже немножко охлаждает на моторе идти.
никакого удовольствия. Вот гелевые батареи, я вот не помню со свинцовыми, у меня на свинцовых не было датчиков. Грелись они, но их вроде можно больше греть. А там какая-то вентиляция же у них, по-моему, есть. То есть они просто испаряется электролит, а здесь они вроде герметичны полностью. Нашел, блин, уже несколько дней меня преследует какой-то запах гнили. И такое впечатление, что где-то рыба, как будто залетела какая-то рыба, и где-то она, значит, сгнила, и постоянно этот запах неприятный шел. И я вот уже начал его уже по всей яхте искать, и сейчас нашел под раковиной опарыши, и думаю, блин, ну точно же где-то рыба куда-то завалилась. Ну, вот, слава богу, нашел в стакане. Я, видимо, когда-то положил яйцо туда, чтобы оно не разбилось. Оно, естественно, испортилось. И в нем завелись опарыши, которые уже расползлись почти по всей яхте. Такая вонища. Ну все, выбрасываю. Подхожу к острову Ascension, ну или Ascension. Значит, по-английски, да, по-русски остров Вознесения. С острова Святой Елены. Значит, это 700 миль было переход, и ну, где-то 6,5 дней ушло. Ветер слабый, ну, где-то, наверное, если вымпельный говорить, 5-12 узлов максимум. То есть я, наверное, больше половины на моторе шел. Конечно, много солярки ушло, а тут прочитал, что на острове там может и не быть солярки. Ну, то есть я думаю, наверняка она есть, но тоже ее привезти не очень легко. Там Google Map, например, рисует заправку, одна заправка единственная на острове, которая работает 2 раза в неделю по 2 часа. Вот, то есть, по-моему, в понедельник, четверг с полпятого до 6, что ли, вечера. Она находится в середине острова, то есть ну, какой-то транспорт нужен, чтобы солярку оттуда привезти. Тут никакого транспорта нет, ни такси. Говорят, ну, вроде как иногда можно арендовать машину, ну или, не знаю, кого-то просить придется, потому что ну, тут никто не живет, я уже говорил, да, тут только военные и ученые. Тут и американцы, и англичане, и европейцы тоже вроде бы у них тут что-то с космосом связанное. Вот, ну вот сейчас как раз вот восход солнца. Сейчас буду на якорь вставать, вызову тот самый харбор-мастера, уточню. Ну тут до берега самому нужно на шлюпке идти, то есть уточню во сколько нужно подъехать для оформления. Вот тут самая высокая гора, вот это ее видно, она зеленый пик. Ну, наверное, под 900 метров, где-то 800 там с чем-то. Вот, и там засадили все привозными растениями, потому что тут, когда овец и коз сюда выпустили, они тут, естественно, все уничтожили, все, что было, хотя не так много было. Потом как-то, чтобы немножко все это привести в порядок, засадили это привозными растениями, и вроде сейчас там чуть ли не ботанический сад. Ну и вроде как все это постепенно восстанавливается, но не местными, а иностранными растениями. Короче, надо будет сходить посмотреть. Туда и пешком можно дойти. Ну, Google пишет 3 часа пешком, 10 километров. Ну, я думаю, может быть 2-2,5 часа.
тропа Дью-Понт, которая ведет на самую вершину острова Вознесения, 859 метров. И вот она проходит уже на самой вершине почти через бамбуковую рощу. Бамбук специально посадили, чтобы он влагу задерживал из облаков и чтобы наполнять этот самый росиный пруд. Там даже трубы к нему потом подводили для того, чтобы овец поить, поильники им наполнять этой водой. Вот это, я так понимаю, и сам пруд Дью-Понт ряской весь покрылся. Или это просто листья нападали. Наверное, и то, и то. Вот тут даже что есть, печать. Короче, вот я даже проштамповал себе брошюрку, что я тут был. Я на вершине. Я думал, отсюда виды будут хорошие. А тут что за виды? Сплошной бамбук. Вообще, эта идея ботанического сада еще Чарльзу Дарвину принадлежит. Он когда на своем Бигл путешествовал 5 лет вокруг земного шара, он здесь останавливался, и у него потом возникла идея как раз это все засадить. Он там со своим другом-ботаником из Англии это все обсудили и сюда первые растения отправили, а потом, ну, как бы уже дальше последователи его сюда много всего другого понавезли. Третий тоннель. Тропу еще в 19 веке построили, чтобы наблюдать за неприятелями с высоты. Тогда еще не было столько растительности. Простейшая система для сбора, ну, хотел сказать, дождевой воды. Не дождевой воды, а ну хотя дождевой нам тоже можно сказать. То есть воды из облаков, из тумана. То есть она конденсируется на этой сеточке, стекает вот в воронку. По воронке идет в бутылку. Я в других местах видел бутылки, ну вот она тут. Просто в папоротнике ее не видно. Короче, в бутылку идет, вот она. Ну, очень много там. Практически пустая бутылка. То есть облаков, видимо, сейчас мало и ничего не собирается. Ну, в других бутылках я видел, понемножку воды было. Да я даже не знаю, что такое. Какая у него функция. Харлот. Может быть, они какие-то анализы этой воды делают потом на содержание чего-то. Любопытно. Ну, вот их много таких стоит здесь. Какой узкий проход. Это вот как раз монумент товарищу, который эту тропу строил. Звать его Эллиот. Ну да, Эллиот Пас. Да, его же поэтому и тропа-то Эллиот называется. 1840 год. Встретил ботаника, который тут год работает. Наверное, час мы с ним проболтали. Очень интересный англичанин. Много у нас с ним общего оказалось. Он как раз мне объяснил, что они вот эту воду, бутылочки собирают, чтобы просто понять, где больше влажности. И, соответственно, там уже можно построить более большие системы сбора воды. Я вот не помню, я снимал или нет, там была такая большая сетка, ну, наверное, 2 метра на 3. Он говорит, что с нее собирается больше 100 литров за один день воды. То есть, если таких понастроить, то, в принципе, можно достаточно много воды собирать. Вообще, он сказал, что в этой горе есть колонка, скважина, да, и там есть подземная вода. И был человек, который уехал, который вот пытался этот проект продвинуть, чтобы эту воду поставлять острову. То есть просто нужно было трубы поставить туда, ну, видимо, насос, и все. И весь остров был бы снабжен водой, и проблем, он говорит, не было. Можно было бы и у себя в доме там выращивать и свежие овощи, и фрукты. А этот человек уехал, и все, и этот проект стал никому не нужен, и вот у них только опреснение, которое дорого стоит, естественно, зависит от солярки, и за воду нужно платить. Так что, говорит, сад, говорит, свой не разведешь, не пополиваешь. А эти вот самые штучки, которые трубы, ну, такие баночки, это, оказывается, просто там сенсоры и, как дата-логеры, то есть они просто, значит, собирают данные о температуре и влажности. То есть они только их буквально вот поставили, что-то, он говорит, год назад, потому что, говорит, раньше данных не было, а сейчас вот это будет у них. Потому что, говорит, 4 года назад тут какая-то засуха была, 4 года назад, очень, в общем, все погибло у них тут. И вот они решили начать собирать данные о погоде. А черные коробочки, я, по-моему, не снимал, это отрава для крыс. Потому что крысы едят, например, он мне показывал, ну, это вот бананы,
А он мне показывал гуаву дерево, и она тут не родная, и вроде бы она очень тоже распространяется, и другие деревья убивает, и причем, говорит, фрукты у нее какие-то, ну, горьковатые, то есть их есть нельзя. А крысы едят, и, соответственно, гуаву, и эти семена разносят по всему острову, и эта гуава растет там, где не надо. Поэтому вот они с крысами борются. Ну, а с овцами пока не борются, потому что вроде бы крысы большую проблему представляют, чем овцы. Но я думаю, рано или поздно с овцами начнут бороться. То есть они, так понял, организовали тут клуб свой и выращивают. Ну так отсюда толком не разглядишь, что там выращивают. Но что-то выращивают. Только что отчалил в последний переход. На горизонте, ну еще не совсем на горизонте, но скоро будет на горизонте, остров Вознесения, Ascension. Здесь я всего два, можно сказать, дня побыл, 3, да, то есть пришел, один день залез вот на ту самую гору, которая самая высокая, зеленая, там походил, погулял, и на следующий день сегодня оформил отход. Можно было бы еще, конечно, пару дней побыть, но очень сильная зыбь, такой прибой сильный, что все волны разбиваются, там стоишь как бы рядом с берегом, рядом с камнями, хотя ветер как бы от берега, но зыбь тебя толкает туда, на этот берег. Якорь дергает. Вчера веревку порвал, которая цепь держала. Примерно, 10-миллиметровая, наверное. Да, вот так сильно дернуло, что веревку порвало. Пришлось потом 2 пружины амортизаторные ставить. Веревку потолще. Как-то ночь простоял. Сегодня вот тоже мучился, мотор вешал, там шлюпку поднимал на этой зыбе. Ой, в общем, удовольствия мало. Постоянно нервничаешь и думаешь, нафиг это нужно, в океане спокойней. Короче, все, ухожу. Да, ухожу на Мартинику, то есть на Карибы. Последний переход остался до завершения кругосветки. Где-то 3000 миль, ну, примерно, сейчас точно уже не помню, там 3 с чем-то. Вот. 26-27, ну, грубо говоря, 4 недели, потому что ветер слабый будет. Тоже не знаю, паруса вон слышно, как хлопают, уже ужас. Вот, не знаю, надо все-таки спиннакер будет попробовать поставить. Что так долго очень ветра не будет, пока экватор не пересечешь, до 3-5 градуса не дойдешь северной широты, ветра так и не будет. Короче, да. Солярки не хватит до туда дойти. Придется что-то делать. Ну, я думаю, спиннакер надо пробовать. Ну да, все, вот, можно сказать, последний переход. И кругосветка будет за плечами. Вот что, значит, жара. В каюте уже 35, и до экватора еще, наверное, пару градусов осталось. Вот, со вчерашнего вечера иду на моторе. Ветер так 5-6 узлов вымпельный. Ну, уже просто даже автопилот уже не справляется. Вот тут хорошее течение, где-то 2 узла. Ну, 1,5, так 2 бывает. Вот, то есть если даже 2 узла скорость под парусом, то в принципе 4, ну там 3,5-4 узла, там где-то, ну, у меня 110 миль получалось в сутки. То есть в принципе это неплохо. Можно было бы идти, но просто автопилот начинает уже не справляться. То есть поток маленький на перо руля, и он то в одну сторону зарулит, то в другую. А когда вот так вот идешь, когда ветер прямо в корму, и, соответственно, повороты фордевинт начинаются непроизвольные, то есть неприятно. Вот сегодня утром, значит, я решил не намеренно сделать поворот фордевинт. Вот. Из-за этой жары забыл, соответственно, закрыть люк. Люк, вот, который у меня, ну, сейчас покажу, короче. Да, вот, забыл закрыть вот этот люк. Естественно, он на пути гика. Я уже раз его забывал закрыть как-то пару дней назад. Удачно получилось. То есть гик просто ударился об него и остановился. То есть люк выдержал. Но он же пластиковый, а что тут вот. А сегодня он, конечно, не выдержал. Хорошо, он еще за борт не улетел. Он, ну да, зацепился здесь вот за что-то зацепился, и я его вовремя успел схватить. Ну, естественно, тут вот эти вот тут пластиковые такие шарниры были, они все повыломались. Вот я вот сейчас его чинил, то есть тут вот просверлил дырки. Хорошо, у меня вот как раз были длинные такие болты 6-миллиметровые, они как раз подошли по диаметру, по длине. Ну и так плотненько стоят, то есть они ничем не держатся, только за счет трения
В принципе, наверное, могут как-то вылетать, но ну, времянка, не знаю, что делать. Люк, наверное, менять, наверное, не знаю. Ну, тут вряд ли что-то можно придумать более отдельное. Хотя бы вот на время можно будет его закрывать от дождя. Вчера уже первый дождь был, не гроза, а молнии не было еще, но я думаю, все впереди. Еще где-то, наверное, ну, дня 3-4, пока я не пройду эту зону, как она называется-то, межтропической конвенции. Там уже получше должно быть. Так, парус чисто немножко помогает, может, полузла дает скорости. Не совсем для вида. Правда, хлопает. Я вчера взял 3 рифа, чтобы не хлопало. Сегодня что-то думаю, ну вроде там 6 узлов дует, надо распустить. Хоть чуть-чуть скорости будет добавлять. Ну, вроде тянет чуть-чуть. Вот настала торжественная минута. И осталась практически минута до торжественного момента второго пересечения экватора. Как известно, 2 пересечения экватора необходимы для того, чтобы кругосветка была засчитана. Ну, соответственно, нужно еще, конечно, пересечь меридиан Гринвича, антимеридиан Гринвича, двигаясь в одном направлении. Вот такой обряд, в смысле такая условность, да, за которую несколько моряков даже поплатили жизнью, будучи вынужденными следовать некоторым не очень приятным обрядам, там, таких как окунание под воду и достаточно продолжительное, после которого некоторые просто не выплывали на поверхность. Вот. Но для меня это уже второй раз, то есть первый раз, когда я пересекал экватор, я просто пил пару глотков соленой воды. Ну, сейчас я уже, можно сказать, крещеный, то есть мне это проделывать совершенно не обязательно. Я думаю, я просто обойдусь пару глотками рома. Ну, буквально вот секунды, да, вот видно там, значит, на широте вот 6 сотых, 4, 3, 2, 1. Есть экватор! То есть вот 14 часов 30 минут по Гринвичу на долготе, ну, 30 градусов, да, 18 секунд на западной долготе. Экватор был второй раз пересечен. Сейчас уменьшу масштаб, чтобы посмотреть. Нет, это я увеличиваю, вот уменьшаю. Чтобы посмотреть. Вот здесь, кстати, архипелаг интересный находится. Сан-Педро и Сан-Поло. Там какие-то небольшие островки, там какая-то научная база находится, бразильская. Так, ну вот, собственно, Южная Америка. И вот, справа Африка. Я уже ближе к Южной Америке, чем к Африке. И, соответственно, до Мартиника, куда я иду, мне осталось где-то порядка 2000 миль морских. Ну, чуть больше 2 недель. Итак, экватор второй раз пересечен. Вот у меня тут есть Black Rabbit. Это какой у нас? Это южноафриканский ром, да, это я где-то в Южной Африке купил. Ну, в принципе, ну, так пить можно, короче, ну, не супер, но сойдет. Вот, так что за второе пересечение экватора. Это лучше морской воды. Погода на экваторе. Сегодня ветерок с утра подул, на мотор заглушил, вот под гротом иду. Под полным. С утра, наверное, это все-таки были буревестники. Пару буревестников вокруг яхты летало. Долго летали, несколько часов, наверное. Так понимаю, надеялись на какую-то рыбу, но я вот тоже уже не знаю какой. Второй месяц, наверное, на рыбу надеюсь. А рыбы все нет и нет. Ну да, пока погодка хорошая. Не знаю, где эта зона конверсии и что она из себя на этот раз будет представлять. Ну, то есть, где примерно я представляю, где-то в районе 3 градуса. Но насколько там плохо все, непонятно. Возможно, не так все плохо, как было, когда я пересекал экватор, уходя от Панамы. Там прям были молнии сплошные. Просто невероятно, что молния не попала в яхту. Что они били там везде, и слева, и справа, и спереди, и сзади. Вот. Ну, надеюсь, такое не повторится. Посмотрим. Вот. Утром поставил стаксель. Ветер наконец-то зашел. Ну, вот с утра был бакштаг, а сейчас прям чуть ли не галфинг, уже где-то так под 15 узлов дует. В общем, 12-16, вот я бы так сказал. Вот, то есть веселее стало идти. Сейчас где-то, ну, относительно воды порядка 5 скорости, относительно земли 6,5. Так, до 7 доходит на порывчиках.
Наверное, осталось 1000, где-то, ну, чуть меньше, чем 1800 морских миль до Мартиники. То сейчас я где-то нахожусь, то есть экватор вот прошел на пару дней назад, сегодня второй день пошел, то есть где-то, наверное, к вечеру будет 2 градуса северной широты, вот, ну и там 30 с чем-то, 32, может быть, градуса западной долготы. Вот, ну, рыбу так до сих пор не поймал, не знаю. Мне казалось, что там с воблером, из-за воблера, может, была проблемка. То есть там не просто такой крючок, а как такая рыбка из дерева сделанная с грузиком. И мне казалось, что они, когда хватают эту рыбку, они как бы, видно, что кальмар обкусанный был, и само это дерево покусанное зубами. То есть они, видимо, хватают и держат, и понимаешь, что это не рыба, а крючок в это время он как бы не проскакивает и не цепляет, и они потом быстро отпускают, и все, и ушло. Вот, то есть я, ну, короче, выбросил деревяшку, выломал эту деревяшку, то есть грузик оставил, на нее просто еще одного кальмара повесил. Вот, ну, думаю, сейчас может быть получше будет. Короче, не знаю, посмотрим. Пока кроме этих птиц на мою приманку никто не зарится. Прям птица сегодня с утра так ее пыталась съесть. И прям уже села на воду и давай ее там. Может, это, кстати, птицы этого кальмара раздербали. Черт его знает. Но сейчас скорость, по крайней мере, появилась. То есть раньше я еще на скорость грешил, думал, из-за этого не ловится. Сегодня суббота, 27 января 2024 года. Идет 3-я неделя моего плавания с острова Вознесения до Мартиники. Наверное, уже почти неделя прошла с того момента, как я пересек экватор. Вот сейчас уже поднялся выше 6 градуса северной широты. Вот завтра, наверное, где-то на траверсе будет устье реки Амазонки. До него, правда, далеко. Ну и слава богу. Где-то, наверное, 450-500 миль, наверное, где-то так. Вот, а то мне рассказывали, что там где-то даже за 200 миль от этого устья в океане куча мусора плавает, тут такого, из джунглей выносят огромные деревья, вот, ну и как бы налететь, ну, днем или ночью, без разницы, то есть днем еще как-то можно их заметить, а я думаю, ночью-то их не видно, то есть, ну, на огромное дерево это, черт знает, что там может быть. Я помню, как-то в Ванкувере, тоже у нас какой-то учебный был яхтинг такой, там, я уж не помню, какая-то 50-футовая, по-моему, у нас яхта даже была, вот, несколько человек, и тоже рулевой не заметил, бревно, видимо, налетел, и без руля остались. Вот, там на буксире потом нас тащили назад в Ванкувер. Вот, ну и я так думал, что поднявшись, ну так, глядя на карты погоды, вроде бы вся влажность и тучки, в общем, дожди, гроз я не видел, но так трудно сказать по картам, потому что просто рисуются эти самые места, где скопление облаков и дожди идут, да, то есть они могут быть грозы, могут не быть, вот, но слава богу, гроз пока не было, ну я думаю, не будет, вот, это как бы они так все кучкуются ниже 5 градуса. Вот, я думал, ну раз я поднимусь выше 5, то уже все, меня уже ничего не достанет. Вот, и сегодня вот уже выше 6 был, и вот с утра, значит, занимаюсь йогой. И тут уже шквальчик сразу, значит, приходит. Ну, я думаю, ну, шквальчик, там, как обычно, несколько минут прошел, и хорошая погода. И за шквальчиком вот набежали вот тучи, и все, и пошел дождь. И что, ну, какой такой, то есть, неприятно, то есть, не просто дождь, а вот как бы он такими этапами, что ли, ну как шквалы, да, идут вот один за одним, то есть там по 20-25 дует, вот, и так не переставая несколько часов шел, потом где-то в обед, не в обед, ну, может часов 6 он начался, наверное, часов 8-9 кончился, и вот до обеда более-менее была такая погодка, вот, и потом в обед опять, значит, вот налетели эти тучи шквала, тоже, наверное, пару часов. Вот, сейчас уже опять стихло, они когда уже второй раз налетели, меня уже, значит, это терпения не хватило, не выдержал, и заменил с такси. Ну, 25 дует неприятно.
То есть у меня два рифа на гроте взяты, то есть тут как бы не проблема, а вот ну, стаксель многовато для него, 25 узлов. Ну, то есть оно как бы бежит, там 7, больше 7 узлов разгоняется. Вот, заменил, короче, его на стаксель, потому что по прогнозу там до завтра еще вот такая погода будет. То есть вот сейчас стоит штормовой стаксель и половинка грота, а ветра нет. То есть вот дует где-то 10, ну 15, тоже так 10-13 узлов дует. Вот. Ну, естественно, парусов мало. То есть надо, конечно, сейчас опять распустить рифы, заменить штормовой стаксель на обычный стаксель и немножко побыстрее пойдет. Но думаю, что, ну блин, сейчас опять подует, и потом ночью все это как бы в обратную сторону, то есть брать рифы, менять стаксель, короче, не хочется. Вот, не знаю, прям вот думаю, может двигатель завести. Но двигателем свои проблемы. То есть, и, во-первых, ну, сейчас жарко в каюте, там 32 градуса, если двигатель там неприятный. Потом он гудит, ничего не слышно, запах от него, вот, батареи греются, опять же, когда они заряжаются на максимум, и, видимо, все равно зарядка небольшая идет, и они греться начинают. Ну, плюс еще, да, от двигателя греются. Ну, может быть, даже от двигателя больше, чем от зарядки. Короче, вот сижу и не знаю, что делать. Думаю, да хрен с ним, думаю, ну медленно. Ну, где-то 3,5-4 узла такая скорость. Вот, а до этого так 6-6,5. То есть я тут по 150 миль в сутки делал. Трое или четверо суток по 150 миль шел. Я прям обрадовался, думаю, я на несколько дней раньше приду на Мартиник. Вот, а сейчас вот отдыхаю. Никакой рыбалки с такими водорослями. На крючок цепляются и все. И рыба уже не клюет. Интересно, что их 3. Я сначала 2 заметил, сейчас смотрю 3. Это такая группа из 3. А нет, а может даже больше. Ну, наверное, 4 уже, да, уже 4. Почему-то 3 вместе держатся, а один отдельно. Хотя, наверное, все-таки 2 пары, но черт его знает. Так они вот вроде по парам сейчас. Как они синхронно. Синхронное плавание. Вот сегодня 4 февраля 2024 года. 4 часа. Ну нет, не 4, уже 5 часов по карибскому времени. И я считаю, что кругосветку можно считать законченной. Я посмотрел на чарт-плоттер, правда, не удалось найти мне треков предыдущих. То есть, видимо, они перезаписались. Чарт-плоттер, он только что-то 30 чем-то, 30 небольшим там треков позволяет хранить в памяти. Ну, а маршруты все сохранены. То есть я посмотрел по маршрутам. У меня 2 маршрута были, которые я вот уже пересек. Один, значит, маршрут был с Канарских островов до Барбадоса. Барбадос вот где-то там на траверсе, наверное, миль 40-50 до него, но не видно. Вот. И второй маршрут был с Кабо-Верде, с островов, значит, Зеленого мыса до Кюрасао. Вот. И оба этих маршрута я уже пересек, соответственно, я думаю, и их треки я уже пересек. Таким образом, круг замкнулся. Да, не прошло и там, не знаю сколько, 14-15 лет, как кругосветка закончилась. Да, ну а в Мартинике я буду только завтра под вечер.
Ну, это, так сказать, не знаю, на что это влияет, но как бы да. То есть на Мартинике я тоже в свое время был. Ну, это как бы земельное, что ли, окончание кругосветки, а сейчас оно вот такое океанское. Сегодня океанское, а завтра уже в Марине будет.
отбываю на Бонэйр с Мартиники. До Бонэйра 4 дня идти. Там хочу понырять. Вот, что-то на Мартинике мне не понравилось. Например, первый французский остров, где мне как-то некомфортно было. Во-первых, тут все дорого. Во-вторых, просто жуткое количество народа. То есть он какой-то явно перенаселенный остров. Многоэтажные дома строят, что в общем-то удивительно для всех западных культур. Вот. И к тому же меня еще неудача постигла с арендой машины. Взял машину на 3 дня за 45 евро. Очень старую, пробег больше 200 тысяч километров. Все поотломано. Вообще, то есть ее просто сдать в металлолом, на мусорку отвезти, но никак ее в аренду нельзя сдавать. Вот. Но нормальные машины стоят по 100 евро в сутки, то есть очень дорого. В магазине все очень дорого, ничего толком нету, ни в этом, как он называется, ни в Carrefour, ни в Ашане. То есть какие-то просто чмошные магазины, хотя такие как бы известные бренды, да, очень, то есть небольшой выбор и цены очень высокие. Но я думаю, это все из-за спроса, потому что просто тысячи яхт и туристов, и просто, видимо, только из-за этого такие высокие цены. Вот. А машина сломалась на следующий день, когда как раз забирался на вершину вулкана, на кратер вулкана Пеле. Вот, то есть забрался, а потом думаю, проеду по берегу и все. И здесь она сломалась. Короче, какой-то шум там страшный начался. Я кое-как доехал, тут далеко, 2 часа ехать. Дал им машину, они говорят, приходи на следующий день. На следующий день прихожу, они говорят, да, там сломался насос, помпа, короче, что-то ремень порвался. Короче, я вообще удивляюсь, как я доехал. Вот, они говорят, типа, либо бери новую машину, мы тебе дадим на 1 день, либо, значит, 1 день мы тебе возвратим деньги, 45 евро. Я говорю, я вообще 2 дня потерял, то есть вы мне тогда машину дайте хотя бы на 1,5 дня, то есть на сегодня и на полдня завтра. Они говорят, нет, типа не можем, она уже, это не наша машина, она уже там в аренде, ее уже с утра, значит, другой хозяин должен забрать, короче, и это самое, и деньги мне тоже не хотят отдавать. Я говорю, давайте хотя бы деньги за 2 дня. Они говорят, ты там бак не заправила, там, я не знаю, там сколько, может, 10 евро. Короче, я не стал с ними уже за 10 евро ругаться. Хотя все равно пришлось ругаться, потому что я говорю, давайте, ладно, 45, хрен с ним. Он говорит, типа, у меня только 50, короче, у меня 5 евро не было сдачи наличными. На кредитку он не может вернуть, может только сделать международный перевод на счет в банке. Я, говорю, так это и тебе придется платить за перевод, и с меня деньги снимут, и в итоге по нолям там вообще все будет. Короче, разругался с ним, в итоге он мне все равно этот перевод сделал, что делать? Короче, вот такой очень плохой у меня опыт с Мартиникой, я думаю, что я сюда вряд ли когда-либо приду. Конечно, по сравнению там с Реюнионом или с Новой Каледонией, это просто небо и земля. То есть сюда не стоит, идти. Может быть, до Санта-Лючия лучше, чем эта долбаная Мартиника. Подхожу к Бонэйру. Тут маяк такой у них на краю стоит, совсем пологий, совсем низкий берег. Но там наверное, радиовышка на самом конце. Даже не радиовышка, там этот самый радар. Я не знаю, это метеорадар или он лодки смотрит, чтобы пираты не подошли. Или контрабандисты. Вот, то есть это южная часть Бонэйра, она такая низкая. Там внутри вроде лагуна для кайт или виндсерфинга. Вот, а другая часть будет немножко холмистая, северная. Вот ее даже не видно отсюда. Я уже договорился с Мариной. На буйке $35, а в Марине $30. Все, отхожу от Бонэйра до Кюрасао. Сегодня 22 февраля. Недельку, наверное, нет, чуть больше, дней 9 я побыл на Бонэйре, понырял. 11 погружений сделал сольных. В общем, отличный дайвинг. Теперь на Кюрасао. И там, наверное, я лодку оставлю на лето перед походом по горам.
Но до Кюрасао, вот, тут тоже не повезло, до Кюрасао 35 миль, а ветра не будет. Год какой-то странный немножко. Циклоны, они очень ближе к югу сдвинулись. То есть они проходят там где-то по Багамам, недалеко от Доминиканы, Пуэрто-Рико. И весь ветер на себя забирают. Таким образом мне не повезло, что вот тут 2-3 дня ветра вообще нет. Придется идти на моторе. Но с другой стороны в Марине стоять $40. Наверное, то же самое я и на солярку потрачу. Смысла в Марине ждать ветра нет. Вот, прибыл на Кюрасао, захожу в Spanish Waters. Это гостиница Санта-Барбара. Там какие-то непонятные байконуры строят. Может, правда уже в космос скоро начнут летать с Кюрасао. Ну, яхт, конечно, хватает, но в принципе тут приютился где-то на краешке зоны якорной стоянки А. Ну там что-то вот прям уже совсем настроили. А, это бензозаправку построили там, понятно. Так, это, конечно, не Байконуры, это их нефтяные буровые. Похоже, одну прям на земле, что ли, поставили, а другая, наверное, на воде, которая плавучая. Да, катамаран поменялся. Раньше назывался Йона Лиса, а сейчас как-то по-другому называется. Ну, хотя, наверное, тот же катамаран, только перекрасили.